Вот и настал наконец-то день знакомства с нашим Чупи. Вы видели Чудо. когда-нибудь воспитаннее пса, чем этот? Его на камере даже не видно, он слился с местностью. Покажись, папа. Привет, привет, я Чупи. Чупи. Ну-ка дай понюхать. Чупи. Чупи, Чупи. Он такой социальный, он просто только с нами, он ходит за нами везде, просто наша тень отца Гамлета. Вот Сашка. А вот это наше любимое желе. Смотрите. Несите меня, маленького сладкого медведя. Чупи писит, Чупи. Мы не можем ходить без внимания. К этому чуду подходят все. Привет всем! Вот и настал наконец-то день знакомства с нашим Чупи. Мы встали пораньше, уже готовы выходить на поезд. Быстро собрались. Самое главное, мы собрали нашу, переноску. Она же квартирка для Чупи. Сейчас я ее покажу. Вот тут у нас уже все готово. Мы застелили там плед мягкий, пеленки, игрушку подготовили. Берем с собой еще вкусняшки всякие. Я думаю, конечно, стресс в любом случае будет. В новом месте, тем более, переезд. Но надеюсь, мы сделаем его максимально комфортным для нашего Чупи. Ребятки, все, мы приехали в Варшаву. И меня встретил... одну. Да. И нас встретил Сергей. Мой родственник, тут в Варшаве есть мой родственник. Честно говоря, я не знаю, там троюродный брат, ля-ля, просто родственник. Все, что вам нужно об этом знать. Мы сами не знаем, кто мы друг другу. Знаем, что просто родственники. И, в общем-то, он нас встретил, и он нас завезет к нашему пёселю. Но самое интересное, мы, конечно, у него поспрашиваем всякие вопросы. Он дал согласие немножко посниматься. Я хочу вам показать, чего он тут уже добился. А он с 2018 года, он с Могилёва, и у него очень интересная история. Обязательно не пропускайте, слушайте, я знаю, вам это интересно. Сейчас покажу, что у него уже есть машина. Короче, у Сашки уже есть свои-то небольших... Сколько тебе? 20? 25 только вспомнил. 25 лет? У него уже в Варшаве есть... Кто там? Мерседес. Мерс. Ребята, блин. Уже Мерс имеет свои 25 лет. Так что... Уникальной расцветки. Это Сашок. Привет. Саша тут с 2018 года живет в таком классном тоже районе. Ну, он такой зеленый, вообще классный, мне очень нравится. И что еще? Саша, расскажешь про себя хоть 2 слова? Что я знаю, что Сашка работает здесь в какой-то фирме строительной. Да, на стройке. И все у него хорошо. Машина, квартира, комнату он снимает. Пока что. Да, очень хорошо знает польский. Не говорит на русском с поляками. И не собирается, да. Вообще, учился здесь в университете. Но потом его бросил. Да. Кируна логистика. Вот такие дела. Вот, поучился год. Угу. Потом по обстоятельствам все знают, какими пришлось отчислиться. Ну и сейчас, грубо говоря, свободное плавание. Ищу, чем бы себя занять по жизни. Ну, найдешь. Ты такой шустрый, все находишь быстренько. Ну все, короче, мы тогда поехали. Все, ребятки, оставайтесь на связи. Все, только что мы все оформили, забрали. Ребята, вот этого вы видели чудо. когда-нибудь воспитаннее пса, чем этот? Его на камере даже не видно, он слился с местностью. Посмотрите, как он лёг. Все, он сейчас уснет. Вы не представляете, он такой, он уже нюхает. Мы только говорили, что Черный шоколад. Черный шоколад. Я только говорила, что он самый спокойный. А и так и есть, он очень спокойный. Но он что-то унюхал. Ребята, корм. Там же его собойка. А мы потом покажем, что там. Так, давайте пеленочку немножко. Что ты вдруг Так, отписишь. пока все спокойно идет. Он вообще так спокойно сел. Мы его забрали. Чупи, покажись нашим подписчикам. Покажись. Папа. Привет, привет, я Чупи. Ребята, у нас есть Чупи. Супер спокойный малыш. Такой лохматый. На руках спокойный, а когда оказывается на беговой полу, поверхности, все. Нам хозяин сказал, что он на полу самый неспокойный. Ну, мы когда пришли, он тоже такой, знаете, любопытный, все обнюхивал, все смотрел. Ну, к нам так сразу подошел. Он сразу подошел, да, он же почувствовал, что мы за ним. Мягенький, ну, миленький. Миленький. Будешь teraz mówić po rosyjsku? Да? Такой хорошенький.
Чупик. Маленький, ну, Сашка, посмотри, не зря я волновалась. Он такой Может, ему еще игрушку дать? Да, сейчас тебе дадим игрушку. А то что это такое? Спокойные псы? Это странно. Да? А ты что, его положить, наверное? Господи, он весит? Сколько ты весишь? Грамм, я не знаю, такой сколько. маленький. Такой мягкий, а. Смотри, он не хочет пока на нас смотреть. М. Да? Такой сладкий. Ой, ну все. Ну все, даем ему Всё, даём спокойствие, ему чуть-чуть спокойствие. привыкнуть Едем к нам. дальше, ребят. Посмотрите, какая клетка, какой Чупи. Мы специально рассчитывали, что это будет однокомнатная Это будет, квартира. да, Да, Чупи? Ты хотел Чупи? Ну, да. Это Чупи, который изначально Алфи. вы не представляете, какой он нежненький. Такой вообще. Посмотри, как он на мою ручку лег. Так, ну Я все, его я почесываю. выключаю. Да, Не будем его смущать. да. Он еще не совсем звезда. Еще нужно привыкнуть. Чупи, попозируй немножко. Чупи! Не хочет. Мохнатый. Такой сладкий. О, Чупи. О, как идеально, Чупи. Ты самый красивый пёсель на свете. А язык какой. Вышли на первую прогулку. Все-таки он, да, Ну, что ты делаешь? он не боится, да, надо все-таки пописать. Он уже с самого, как мы забрали момент, уже прошло много времени. Да, Пора бы уже справить надобность. Вы не представляете, мы взяли вкусняшку с собой и ведем его вкусняшку заинтересованную. Я вот думаю, может где-нибудь пописит, покакает. Ну пока не может, пока его интересует только камни. Посмотрите, он такой чудо, да? Скажи, какой он умный. Он взял Очень. у нас в зубы этот поводок, Да. потому что он тянулся за ним и пошел сам. Все, уже дальше надо идти. Сейчас он изучает местность, где ему жить придется. Он же всякую фигню не ел. Он просто нюхает Да? или ест? Он такой смелый оказался, ребят. Так, что слушай, такие листья. Чупи, не ешь всякую гадость. На травичку, наверное, можно есть. Чупи. Может, пописать? Ой, надо У нас как-то надежда, что это чудо пописает. Такой медвежатник. забавный. Хвост прижал. Ладно, Но может мы он не на камеру натягиваем стесняется. поводок, потому что все очень аккуратно. Он все сам решает. Чупи! Ну-ка дай понюхать. Чупи! Чупи-чупи! Ой, хороший пес! Ой, хороший пес! Какой молодец! Лучший пес! Лучший пес! Лучший пес! Он всегда становится... Он, ребят, всегда становится на двух лапах, когда ему говоришь: лучший пес! Лучший пес! Самый хороший пес! Чупи! Чупи, браво! У нас тут веселый. Чупи, браво! Смотрите, что он умеет. Я надеюсь, он повторит. Чупи молодец. Кидай мячик. Так недалеко. И он должен побежать и принести его именно на колено. Чупи, именно на левое колено. Смотрите! Молодец, Чупи! Молодец! Ой, молодец! Хороший пес! Молодец, какой хороший пес! Браво, Чупи, браво! Молодец! Чупи! И несет именно, садится вот на это колено к Сашке. Чупи! Чупи! Второй раз он не хочет это повторять. Что-то отвлекло. Далеко. Смотрите, смотрите, отвлекло что-то. Чупи! Чупи, Чупи! Он понимает, он у нас очень умный. Чупи, Чупи, Чупи! Ой, молодец! Чупи, молодец! Крошка наша, Чупи! Ой, молодец. Ой, его любимая игрушка, ребят. Вот как вы думаете, сколько спят песики маленькие, щенятки? Сколько должны спать? Да. Сколько... А сколько спит наша собака-барабака? Собака-барабака, ты собираешься спать? Он нас разбудил 6:30. Ну, ладно, он хотел в туалет. То есть это понятно. А дальше он планирует спать, ребят? Он что-то близкое ко сну, только на коленях Да. показывает. Ну вот, Чупи, хороший пес. Хотела рассказать, что умеет наша умная собака.
Значит, эта собака у нас уже умеет. Ой, хорошая собака. Он умеет у нас расслабляться именно на коленях. Он у нас обмякает просто. В секунду. Это умение раз. Все, ему уже сейчас не будет ничего интересного, он обмякнет и будет спать. Ну все, устроился. Все уже, смотрите, устраивается уже. Главное колени. Хочешь успокоить пёселя, возьми его на ручки. Значит, мы его уже, я не знаю, он сам уже привык после каждой прогулки лапки мыть, да? Он уже более-менее так мы его чуть-чуть придерживаем, чтобы он остановился, вспомнил, что тут нужно лапки чистить. Мы ему каждую прогулку, то есть мы гуляем каждые 2 часа. Вот смотрите, ну что за чудо? Уже все лежит. Обмякшее наше чудо, мякиш наш любимый. После каждой прогулки мы ему моем лапки. Потом, вчера, в первый день, мы его расчесали, постригли глаза, потому что у этого глазок не было видно совсем. Глазки мы постригли, я ему и лапки постригла, и все в первый день. Но была у нас одна проблема в первый день. Он не захотел, ну, в смысле, он тошнил его, короче. Ну, мы думаем, что это из-за перевозбуждения, потому что сегодня все хорошо. Ну, пока еще день не закончился. Потом мы вчера ходили в туалет, 2 раза он сходил на улице в туалет. Да, Сишок? И дома сходил, и дома тоже сходил. Но мы дома не реагируем, когда вот он идет в туалет. Мы дома не реагируем вообще. А на улице, когда он ходит в туалет, мы его там хвалим, прям. Еще мы заметили, что он не любит спускаться со ступенек. Прям, ну вот, посмотрите. Ну, разве это не хлебный мякиш? Ты не хлебный мякиш случайно? Вот он, ребят, садится на руки и все. Господи, он такой социальный, он просто только с нами, он ходит за нами везде, просто наша тень отца Гамлета. Просто он реально же как тень выглядит. Он ходит за нами везде, он такой добрый, ребята, скажи. Потом на улице мы гуляем, он не обращает внимания на собак. Все, к нему подходят собаки, он вообще спокойно. Он не отвлекается, он не ест какашки. Пока что, не знаю, как будет дальше, да? Но пока мы какашки не едим. Сегодня мы ему почистили уши, почистили зубы. Зубы не так хорошо чистили. Чуть-чуть нам пришлось повоевать, но более-менее чуть-чуть почистили. Уши дал полностью почистить. Особенно, когда на коленях. Да. Вообще делайте, что хотите. Ну вот у нас есть поза. Мы садим его вот так вот на колени. И все. И там и уши мой, и мордочку трогай. Я еще хочу ему чуть-чуть глазки. Вот терла ему глазки, но не до конца. И хочу вот сейчас воспользоваться моментом. И расчесала. Смотрите, лапки. А еще у него он любит делать вот так. Чупи. Он кладет вот так вот мордочку и засыпает. Смотрите, обмякивает. Чупи, все, обмякнул. Вот, видите? Вот. Это его любимая поза. Ну, Чупи, и гладь меня, да? Посмотрите. Вы не считаете, что нам досталось чудо, Алехандро? А ночью как он спал? Мы его приучаем вот к этой клетке, потому что он, видите, насколько социальный? Все, он уже все. Мякиш наш уснул. Он спит только на руках. То есть, типа, либо руки, либо я не сплю. Ночью он спал всю ночь в этой клетке. Мы ему пытаемся, чтобы он привык к клетке. И так, знаете, ассоциации у него были только хорошие. Да, мы его кормим, любимые игрушки. И ночью он спал нормально. И вот спит наш мякиш. Чупи. Посмотрите, это Барабака уснула. Короче, пока новости с полигона такие. Через 2... дай бог, все будет хорошо. И через 2 часа мы пойдем обратно гулять. Вот. Не реагировать ни на одну собаку. Там еще Беляш гулял. Да, такой есть. Да, гулял Беляш. Но они его, я видела, дрессируют. Раньше Беляш отвлекался на все. Но сейчас я смотрю, они его дрессируют, и он уже не отвлекается. Он отвлекается только на игрушки. Если он видит, что идет какой-то пёсель, то хозяин ему сразу отвлекает, дает вкусняшку, либо его любимую игрушку, и все, ему уже не интересны барабаки. Ему уже не интересны такие сладкие барабаки. Ну, посмотрите. Ну, он вообще абсолютно был очень хорошо расчесан. Ну, вот мы его расчесали, и он обратно такой лохматый. Мне так нравится. Домовенок, да? Да. Он наш домовенок. Ну, ребята, ну, посмотрите на эту сладкую мордочку. Так сладко спит.
Лапку положил. Мы лапки ему постригли. Но у него были пострижены когти. А, что нам дали с собой? Нам дали с собой игрушки, которые валяются. Игрушки ему дали. Плед дали. И 2 вкусняшки. Ну и, соответственно, там документы, прививки. Ну, Кстати, у и него были корма. все прививки, да. И можно с ним уже гулять. У него был карантин. Посмотрите. Чупи. Закрыл глазки. Такой сладкий. На него он звезда. Вчера его трогали в вагоне. Он вообще абсолютно спокойно дается трогать. Идем гуляем, все его охранники. Тут у нас есть ну, какая-то служба охраны. И все охранники его трогают. Он звезда, Сашка. Сашка тоже обмяк. Вместе с мякишем. Нашим. Что-то приснилось. Что-то приснилось. Хоть спит. Он же должен... Щенки должны очень много спать. 18-20 часов. Наш А у нас, спит. наоборот, 18 часов активности. Да. Ну, наверное, вымотался Ну да. за 2 дня. Вот сейчас все. Я хочу, чтобы он поспал. А потом в туалет пошел на улицу. Ребят, мы сейчас с вот этой желешкой. Видно ее? Лапы. Да, мы очень много прошли. Вот такой смешно. Я хочу еще раз показать лапу. Сейчас, подожди. Мы очень много прошли, и он, знаете, дал нам намек, что я больше не могу уходить. Возьмите меня на руки. И, короче. Вот Сашка. А вот это наше любимое желе. Смотрите. Он не может больше ходить. А вот эту. Видите? Вот. Длинная реакция. Все, Чупи. здоровый сын. Чупи желе. Он устал очень, но он реально очень много прошел, ребята. И он Но. очень мало спит. Угу, вообще устает. Но мы его прямо в первый первый и второй день мы его вообще просто да. 1,5-2 часа. Ну, чтобы он писал на улице и какал. Короче, ребята, вот такое желе у нас. Такой милый вообще. Медведь. Все, устал, не могу, говорит. Несите меня, маленького сладкого медведя. Так, мы тут немножко осваиваемся со своим ручным медведиком. Посмотрите, мы его помыли, и какой он стал пушистый. Расчесали, причесали. Чупи, Чупи, поднимись, покажись. Чупи, ты же модель. Чупи. Не, надо его на задние лапы Чупи, Чупи. привлечь. Чупи, на задние лапы, Чупи. Идем. Сейчас, это надо отвлечь его. Чупи, Чупи. Идем сюда. На задние лапы. Чупи, покажи, как ты на задних лапах ходишь. Чупи. Нет, ну все, ребята, в другой раз. У нас сейчас Грызун. грызун. Ну вы видели такого мишку? Такого мишку сладкого. Ты ж только что был без настроения. Вот только что лежал. Ой, хороший пес. Ой, хороший мишка. Такой игривый. Чупи. Чупи, дай мяч. Нет. Он еще это и не... Чупи писает, Чупи. Ну да, мы так и знали, Да. что после Чупи мытья еще не стресс. научился. Стресс. Эта собака любит стоять на 2 лапах. Мы не знаем как. Собака. Короче, мы сегодня первый раз сходили к ветеринару, потому что мы как-то... Вот у нас 3 дня, и у него и за 3 дня он уже 2 раза его тошнит. Да. И мы, конечно, стали переживать, что с ним. Ну, потому что это не... Ну, лучше знать. неприятно. Да, неприятно. Ну, потому что, когда он вот такой лежит, обмякший, ничего не хочет, сердце болит за него. И мы решили сходить. Саша нашел хорошего ветеринара. Лучшего. И оказалось, что, по отзывам, самое Да. вообще классно. И буквально в так оно 10 есть. минутах. И так она есть, она действительно очень хорошая. Вот. И у него оказалось боли в животе. Скорее всего, она сказала из-за того, что ему все непривычно, что у него стресс. Ну, мы тоже так да, думали. корм-то мы не Да. меняли. Тот, Корм-то что мы не из меняли, заводчика.
корм от заводчика у нас все. И она сказала, что у нас все хорошо, кроме единственного, это вот бжух этот, бжух его, температуры нет, все нормально. И дала нам таблетки. Пробиотики. Пробиотики, да. И давать ему пробиотики эти в еду. Ну, сыпать. И все. И сказала на следующей неделе прийти, мы будем ему делать паспорт. Да? Да, а там И еще большой- узнаем про прививки. Всё Большой остальное. человек, большой. Кстати, он вообще так себя спокойно вел. Ну, Такой, знаете, любопытный, такой понюхал. Ну ладно, зайду, говорит. Ой, точнее, выйду из этой коробки. Ну ладно, вышел, посмотрел. А потом, когда зашел в коробку, понял, что его уже не трогают, он начал гав-гав. гав. Гав. Да я вас тут Ну, всех. да я вас всех разорву. Но на самом деле там секунду погавкается и успокаивается. Мы знаем к нему подход. Нам так кажется, что мы знаем. Ну, Или он ещё- к нам знает. Ну да, что-то колотится, страшно. Еще мы думаем, знаете что? Что мы не можем ходить без внимания, потому Ну, что это очевидно чудо, было. к этому чуду подходят все. Эти ушки, эти глазки медвежачьи. Да? Чё, пойдем. Да. Чупи. Чупи! Чуп.